Тема наша с вами сегодняшняя не похожа на все то, о чем мы с вами говорили раньше. Она даже во многом будет опровергать сказанное ранее. Здесь вы услышите некоторые вещи, которые, возможно, ваше представление о жизни, о мире, о природе, даже о самих себе заставит несколько поколебаться. А кому-то, может быть, даже станет страшно. Наша с вами сегодняшняя тема – современная научная картина мира. Так, значит, вот общий ваш тезаурус понятийный. Наш с вами план. Загадочные, страшные, сложные понятия, в которых, как говорится, черт ногу сломит. Ну, постараюсь следовать правилу пятилетнего ребенка Альберта Эйнштейна, рассказать все так, чтобы вам было понятно. Я вам раньше говорил о том, что Эйнштейн на спор написал учебник по физике, в котором не было ни одной формулы. Ну, постараюсь следовать этому правилу. Так, напоминаю, что картина мира – это внятное, связанное повествование, в котором человек видит ответы на все главнейшие вопросы для себя. Картина мира – это помощник, учебник жизни. Картина мира разная. Бывает мифологическая, религиозная. Мы с вами в данном случае говорим о научной картине мира, потому что наука претендует на то, что все остальные картины мира, например, мифологическая, религиозная, они могут быть классными, они могут быть интересными. В случае религиозной картины мира она может быть очень мотивирующей и бодрящей, но они все неправильные. Только у нас правильная, говорит наука, потому что это доказано и проверено. И более того, это открыто, если хочешь, можешь перепроверить это сам. Итак, начинаем мы с вами с загадочной неевклидовой геометрии. Здесь нам с вами придется распрощаться со многими вещами, которые в вас учителя школьные, надеюсь, вложили в ваши головы. И более того, вы с этими понятиями пользуетесь в своей обыденной повседневной жизни. Например, если одна прямая параллельно другой прямой, значит, то они сколько раз пересекутся? Ни одного раза. Если третья прямая параллельно одной из этих двух, то она автоматически параллельна и первой. Если третья прямая пересекает под прямым углом одну из двух параллельных прямых, то она под каким углом пересечет вторую? Тоже под прямым. Сумма углов треугольника 180 градусов. Если на один угол прямой 90 градусов, то на сумму остальных приходится, ну, не меньше и не больше 90 градусов на двоих. Вот, то есть, потому что сумма общая, одинаковая для всех. Все казалось бы просто. А что еще можно говорить здесь противоположного иного? Николай Иванович Лобачевский в XIX веке сформулировал свою совершенно новую радикальную теорию, которая называлась воображаемая геометрия. Речь идет о том, что то, что я вам сейчас сказал, то, на что вы дружно покивали головой, это все абстрактный мир, который существует на бумаге, у вас в голове, в лучшем случае в обыденном нашем пространстве, когда, например, рабочий выравнивает пол с помощью специального вещества или делает, например, дверной проем для того, чтобы дверь в него вставить, она не перевешивалась, не открывалась, не захлопывалась сама по себе. Вот только на этом примитивном уровне действует эвклидова геометрия, так называемая. Все, что мы изучали в школе, основано на постулатах древнегреческого философа и математика Эвклида. Здесь в данном случае картинки это все показывают. Но в космосе нет плоскостей. В космосе все сферично, все изогнуто многократно. Поэтому если мы аккуратно выровняем две лазерные указки и в космос отправим два абсолютно параллельных лазерных луча, они в космическом пространстве многократно пересекутся и станут друг другу перпендикулярными, и снова параллельными, и снова пересекутся, потому что все это существует только на уровне абстрактных понятий. Древний человек, пытаясь понять мир, пытаясь его для себя расколдовать, сформулировал определенные представления плоскостные, которым мы пользуемся для того, чтобы нам ходить в магазин, садиться в маршрутку или не выходить за границы полей в тетрадке. Но в большом мире действуют совершенно иные законы. На этом Лобачевский остановился. В России математика Лобачевского не имела развития, но она просто была мощнейшим пинком для математики европейской. Потому что практически все ведущие математики и физики 20 и 21 века, они все стартовали от Лобачевского. Либо они продолжали его теории, либо они создавали альтернативные теории, потому что считали, что Лобачевский был не вполне прав. Поэтому за современной теорией относительности, за современным представлением о космосе стоит, во многом можно сказать, наш с вами соотечественник Николай Иванович Лобачевский. В данном случае мы с вами видим пространство, заполненное пятиугольниками.
совершенно иной взгляд на вещи. Никаких прямых линий, никакого пересечения. Мы с вами переходим с вами совершенно в иной мир. Мир, который Леонард Эшер обозначил своей знаменитой картиной, которую везде в поп-культуре запихивают. В большом количестве там фильмов и мультиков, вплоть до Рика и Морти, фигурирует эта картина под названием «Относительность», но ее знает так же, как «Лестница Эшера». То есть в данном случае перед вами изображение того, как мы в настоящий большой мир пытаемся впихнуть наши примитивные детские представления, друзья мои. Вот эти представления Эвклидовы – это детские представления. Пора расти. Вы знаете, развитие начинается только когда тебе становится некомфортно, страшно и так далее. Итак, переходим с вами к следующей фазе – корпускулярно-волновой дуализм. Сейчас дам определение, но сначала я опишу, о чем значит речь идет. На прошлом занятии я вам давал определение поля. Но поле мы обычно характеризуем как среда вокруг вещества, обладающая свойствами самого вещества. Если я беру магнит и кладу на него скрепку, скрепка прилипла к магниту. Если я беру магнит и не кладу на него скрепку, а лишь приближаю, отпускаю ее, скрепка летит по направлению к магниту, точно так же прилипает. Поэтому мы говорим, что вокруг магнита существует магнитное поле. Вот, но мы представляем раз. Вот магнит лежит передо мной на столе, кругленький магнит. И вокруг него поле представляем мы так. Я сейчас говорю, вы находитесь в моем звуковом поле. Откуда оно берется? Его создают мои голосовые связки у меня в горле. Вы у меня в горле не находитесь, вы находитесь там. Но тем не менее вы меня слышите. Вы понимаете, что вы сейчас не в моих голосовых связках. Сейчас мы будем говорить, что это неверное представление. О том, что такое поле, что такое частица и что между ними на самом деле принципиальной разницы нет. Итак, началось все еще в наполеоновские, так сказать, времена, в 19 веке, со знаменитого опыта. Я говорил, с чего начинается парадигма, которую вы там любите кричать в коридоре, это слово почему-то прилипло оно к вам. Вот, с чего начинается парадигма, когда накапливаются какие-то непонятные факты, и в какой-то момент ученый вдруг умудряется их выкопать, эти непонятные факты, все суммированы, и объяснить совершенно по-новому. Итак, до этого опыта считалось, что свет идет прямолинейно, равномерно. Вот я фонариком свечу, вы видите прямой луч света. Томас Юнг, английский физик, проделал простой опыт. То есть он из фонарика пустил луч света на две щелки. По логике вещей простой, элементарный. Сколько светотеней должно было быть? Две. Но он увидел одну светотень. То есть лучи света искривились. Это самый простой опыт, который дал понимание того, что наше представление о том, что такое свет, что такое пространство, не вполне верны. Более того, в 20 веке этот опыт продолжили, развили, то есть отодвигали дощечку. Если ее отодвинуть в 3 раза дальше, этих щелочек будет не одна, а 5. А отодвинуть еще дальше, их снова становится 2. Вот это первый намек был на то, что свет идет не прямолинейно равномерно, что есть некие колебания, которые мы трудно улавливаем. Вот перед вами определение корпускулярно-волнового дуализма. Четкой грани между веществом и полем нет. Эта грань только наблюдаемая. То есть, грубо говоря, разницы между моим звуковым полем и голосовыми связками в моем горле нет. В нашем восприятии есть. С точки зрения физики не совсем это так. Двигаемся дальше. Вот как это выглядит, если мы анимируем процесс движения света через две щелочки. Мы видим многократное пересечение световых волн, раздвижение их снова в разные позиции. И самое главное, мы видим вот это цветовое смещение. Так, значит, двигаем дальше. Перед вами первооткрыватель электрона. До электронных микроскопов, до исследований микромира электрон открыли по косвенным каким-то признакам. Напоминаю, электрон – отрицательно заряженная частица атома, вращающаяся по орбите вокруг ядра, состоящего из протонов положительно заряженных и нейтронов, не заряженных никак. Итак, электроны открыл английский физик Джозеф Томпсон. То есть он пропускал вещество сквозь плотную газовую среду и обратил внимание, что часть вещества проходит через эту среду, часть остается. Кратко говоря так. То есть какая-то часть вещества проходит сквозь плотные газы. Вот, таким образом он пришел к выводу, что вот есть некая маленькая частица вещества, которая улетает далеко за пределы самого вещества. Немножечко заходя по-другому. Вот, я про электричество, кажется, вам рассказывал на прошлом занятии, повторю, свой, так сказать, метафизический опыт с 8 класса, когда мне дали определение электричества – поток заряженных частиц. Я говорю, то есть, когда я пальцы в розетку сую, и меня бьет электрическим током, вот оттуда электроны вылезают?
Мне учительница физики говорит, нет, это электрическое поле. Я говорю, электроны где? Они остаются внутри розетки. Я говорю, ничего не понимаю. То есть электроны остались внутри розетки, вылезли, стукнули меня и залезли обратно, что ли? Учительница подумала, говорит, ну примерно так. Я говорю, то есть, если я положу оголенный провод на стол и буду долго-долго за ним наблюдать, он рано или поздно высунется из обмотки, что ли, ведь? Само вещество. Но на этот вопрос мне учительница не смогла ответить. Потому что такое электрон? Наружная часть. Когда мы прикасаемся к любому предмету, как я об этом уже говорил, например, в данном случае к столу, мы прикасаемся к бешено несущимся на дикой скорости частицам, между которыми и ядром этого вещества огромная разница. Кажется, я вам уже говорил, что если мы увеличим многократно молекулы, атомы, из которых состоит этот стол, и увидим просто одного данного конкретного атома ядро, и представим его по величине, метод моделирования я использую на словах, как этот стол, то электроны будут вращаться на орбите примерно далеко, как вон тот вон дом, стоящий там. То есть в основном мы видим с вами пустоту. В основном все вещи состоят из пустоты, огромное количество пространства пустого, ничем не заполненного. И эти электроны, которые я трогаю, на такой скорости несутся, что мы их воспринимаем как твердые. Хотя на самом деле это скорость. Я прикасаюсь к движущимся объектам. Но тем не менее, они не просто статичны, они твердые под моей рукой. Вот к этому открытию первая ласточка была открытие электрона Джозефом Томпсоном. Поэтому к нему мы вернемся несколько попозже. На основании его теоретического взгляда, опять же я подчеркиваю, что это теория вся, Нильс Бор и Эрнест Резерфорд сформулировали известную вам планетарную модель атома. Вот перед вами ядро. Кстати, какой химический элемент, кто помнит? Литий, да, 3, потому что электрона номер 3 в таблице Менделеева. Вот, значит, то есть, кажется, тоже вам рассказывал, что когда я еще химию изучал в школе, я представил, что если, например, планета Земля, это на самом деле всего лишь один электрон, и мы вращаемся вокруг какого-то ядра. Фантазия в духе фильма «Люди в черном». Следующее. Открытие, которое позволило убедиться в зыбкости мира. Открытие радиоактивности. Что такое радиоактивность? Определение перед вами. Распад и перестройка ядер атомов. Я несколько раз в своей речи использовал там фразы типа «что будет, если я сюда там внесу там уран», вот, или в кармане будет лежать. На самом деле ничего не будет, потому что пока я сюда внесу уран, он мгновенно превратится в другое вещество. Как только рабочий откапывает урановую руду в горе, и как только он ее извлекает наружу, какой-нибудь зэк в колымских лагерях, она мгновенно превращается уже не в уран. То есть эти вещества сами по себе в природе распадаются очень быстро. Мы условно делим: одни вещества радиоактивны, другие не радиоактивны. На самом деле радиоактивно все. Грубо говоря, даже древесина, из которой стоит этот стол, она тоже радиоактивная. И через много-много-много-много лет она превратится во что-то другое. Не только уран, радий, по названию которого радиоактивность появилась, не только там плутоний и все прочее излучение имеют, но и литий, и железо, и все остальное. Просто они медленнее распадаются. Но процесс можно ускорить. Можно дать пинка каким-то веществам, которые мы считаем не радиоактивными, и они станут радиоактивными, превратятся во что-то другое. Отвлечение небольшое, чтобы вам не путать понятие радиоактивности и радиации. Радиоактивность перед вами, а радиация — это среда, насыщенная радиоактивным излучением. Запишите также себе, чтобы потом не потеряться. Открытие радиоактивности принадлежит разным людям. Опять же, нельзя к одному конкретному это великое открытие относить, но обычно называют Антуана Анри Беккереля и, конечно, супругов Кюри, которые многократно экспериментировали и лично открыли даже несколько радиоактивных элементов. То есть в чем суть радиоактивности? Ты не успеваешь моргнуть, как перед тобой уже не тот химический элемент, а совершенно другой. Если я успеваю моргнуть и замечаю, то я могу какими-нибудь быстрыми элементами бомбардировать нормальные статичные химические элементы, и они превращаются в радиоактивные. То есть я могу брать и разрушать ядра атомов, и перестраивать их. Я могу внедриться вот сюда и оторвать, например, протон. Что такое электричество? То, которое мы видим, то, которое разрушительно воздействует на нас. Если я 220 вольт схвачу мокрой рукой, будет больно и плохо. Если я 360 схвачу, от меня останутся рожки до ножки. А это всего лишь навсего излучение мощнейшее, которое дают вот эти электроны, даже когда мы их не выдергиваем оттуда, а просто немножко смещаем с орбиты. Они такое мощное излучение дают, что оно смертельное. Вот. А если мы
внедримся вот сюда и попробуем разорвать вот это самое ядро, будет гораздо больше излучения. Современные физики используют два новых термина. Это сильное взаимодействие, слабое взаимодействие. Вот та сила, которая удерживает электрон на орбите, это слабое взаимодействие. А та сила, которая удерживает ядра атомов, это сильное взаимодействие. Потому что гораздо больше энергии, гораздо больше силы, грубо говоря, выделяется при внедрении в эту среду. Идем дальше. Так, радиоактивность. Вот перед вами известный опыт Резерфорда. По образу Томаса Юнга он проделал такой опыт. Свинцовую коробочку с маленькой дырочкой он поместил радиоактивный элемент. Вот, свинцовая коробочка, значит, через эту дырочку идет лучик какого-то радиоактивного излучения. Вот, он его ловит, лучик прямой. Он помещает обыкновенный электрический магнит. Плюс, минус, север, юг. И обращайте внимание, что радиоактивное излучение начинает отклоняться. То есть простым магнитом мы можем внедряться вот в это сильное взаимодействие. Вот. По тому, как эти излучения отклоняются, мы называем их как альфа-излучение, гамма-излучение, бета-излучение. Вы видите, какое из них наиболее прямое, какое отклоняет в сторону одного полюса магнита, какое отклоняет в сторону другого. То есть это, что это за излучение? Это этот же самый уран. Просто он очень сильно изменяется либо в альфа-сторону, либо в бета, либо гамму. И мы можем манипулировать этим излучением, самой страшной силой, которая есть в природе. Значит, сын первооткрывателя, помню, вот слайд, первооткрыватель электрона, получивший Нобелевскую премию за это. Его сын открыл полную противоположность тому, что открыл отец. И получил за это тоже Нобелевскую премию. Одна из самых больших шуток в истории физики. Поскольку папа доказал, что электрон — это материальная конкретная частица. Это не плод фантазии, это не абстракция. А его сын доказал, что электрон — это абстракция, это плод фантазии и не настоящая частица. И за это тоже получил Нобелевскую премию. Значит, Джордж Томпсон или Томпсон-младший, он объяснил, что электрон — это волна. Если на примере фотоэффекта, того, как, например, фотопластинка, почему, например, фотобумага позволяет печатать фотографии, почему на старых фильмах вы обращали, наверное, внимание, фотографы древности быстренько открывали пластинку и закрывали, при этом занавешиваясь черной тканью, потому что мгновенный какой-то удар электрона по фотопластинке выбивает из одного места больше атомов, получается темное пятно на фотобумаге, где-то меньше получается светлое пятно. Но это выбивание вот этих частичек не идет прямолинейно, оно идет вот именно по волновой траектории. И Томпсон-младший доказал, что электрон — это не частица, это волна. У нас получается полное противоречие, да? Взрыв мозга. То есть, смотрите, например, я, допустим, брошу сейчас эту ручку вон туда и объясню вам, что траектория, по которой ручка летит, это сама ручка. Представили себе? Вот, я замахиваюсь рукой, например, и наношу удар кулаком. Вот, значит, боксер получил удар, говорит, да, кулак твой боль мне оставил моему лицу. Вот, и после этого я говорю, что сама траектория, по которой мой кулак летел, это тот же самый кулак. Звучит абсолютно дико. Нам очень трудно это даже в свой мозг вместить. Попробуем разобраться чуть дальше. Вот, что такое человек, взгляд на человека с точки зрения современного корпускулярно-волнового дуализма? Вы смотрите на меня, где заканчиваюсь я. Вы смотрите на линии моей кожи, линии очертания моей одежды и видите, вот Товбин заканчивается там, Товбин до этой черты, Товбин переступил эту черту. Это если вы наблюдаете просто глазами. А если вы на меня посмотрите как хищник из знаменитой франшизы, который слепой был, самый великий истребитель всего живого, был слепым. Он не мог видеть в нашем диапазоне. Он мог видеть тепловое излучение, какое-нибудь другое. Если вы посмотрите на меня в тепловизор, вы увидите мои очертания совершенно другими. А если гипотетически вы посмотрите на меня в звуковизор, вы увидите меня пятном, заполняющим всю эту аудиторию и даже, возможно, высовывающимся немножко в коридор. Так что очертания, где заканчиваюсь я и начинается, например, Кирилл. С точки зрения обыденного пространства, нашего обыденного зрения, ну все очевидно. Например, с точки зрения, например, звуков, или тепла, или радиоактивности, может у него там тоже сейчас уран в кармане лежит, и он сейчас сидит там и заражает всю аудиторию. Вот, может быть. А если мы коснемся метафизики, если мы будем говорить про такие вещи, как, например, сила вдохновения, заразная мысль какая-то, мем,
который после меня вошел в обращение и стал фигурировать, то мои границы многократно расширяются. Я не заканчиваюсь на уровне моих рук, моего голоса, я продолжаю заполнять собой пространство. Вот. И поэтому современная физика стала активно использовать, вот для того, чтобы объяснить, где заканчиваюсь я, начинается какой-то другой объект. Сегодня используются не столько материальные термины, сколько совершенно абстрактный в прошлом термин энергии. Когда я в школе учился, мне так и не смогли учителя дать внятного объяснения энергии, но попробую компенсировать их пробел. Мера перехода материи из одного состояния в другое. Дрова сгорают в печке. Овсяная каша переваривается в моем желудке, давая мне силы вести вот это занятие. И прочие способы превращения одного вещества в другое. Если я не съем овсяную кашу, а съем любую другую, у меня не будет энергии для того, чтобы полдня работать. Поэтому каждое утро я ем овсянку. Если я съем даже бутерброд с колбасой, у меня этой энергии не будет. А овсянка мне дает мою энергию. Если я в двигатель автомобиля вместо бензина залью, например, водичку или подсолнечное масло, понимаете, о чем идет речь? Вода имеет свой энергетический диапазон. Подсолнечное масло гораздо больше энергии имеет. Но все-таки это недостаточно для того, чтобы двигать двигатель внутреннего сгорания. Бензин имеет больший энергетический потенциал. Поэтому энергией мы называем ту самую меру перехода. Поэтому если я закину, например, металлический предмет в печку, он не даст мне никакой энергии, потому что он не расплавится, не обуглится, не будет превращаться в другое вещество. Но превращение дров в золу дает нам выброс тепловой и даже световой энергии. Достаточно приоткрыть дверь в печку, и кухня будет освещена. Итак, вот определение, которое я вам предлагаю. Энергия – это мера перехода вещества из одного состояния в другое. Если высокая мера перехода, мы говорим про высокий уровень энергии, мало и так далее. В данном случае перед вами превращение световой энергии в тепловую. А кто из вас знает, о каком изобретении в данном случае идет речь? Возможно, мы об этом говорили. Изобретение, которое позволяет резать сталь, бетон, стекло, проводить внутриполосные операции хирургические за счет того, что берется свет и превращается в огромный жар. Лазер, конечно же, да, но, видимо, мы об этом уже говорили. Так что ученые научились вот это излучение превращать одно в другое. Радиоактивность сегодня наполняет наши представления об обыденности. Более того, мы даже знаем, где и как, и сколько мы можем получить, и даже какого излучения, гамма, бета или альфа, в каких элементарных бытовых приборах. Вот, то есть, если стоматолог делает вам пломбу, а после этого отправляет вас на рентген, после чего он говорит: ах, пломба не удалась, ну давай-ка заново я ее выковырю и поставлю снова, сиди снова на рентген проверить, запломбировал ли я канал, вы теперь уже на уровне современной физики понимаете, какой ущерб наносит данный врач, неумеха, вашему организму. Двигаемся дальше. Переходим к более сложным вещам, квантовой механикам. Итак, с чего мы с вами начнем? Ну, давайте начнем грамотно. Сначала вернемся к нашему обычному с вами представлению о том, что атом состоит вот так. Что вот это все существует только если мы его, даже если мы будем суперфотоаппаратом будущего, который мгновенные колебания улавливает, даже если мы таким супер абстрактным, гипотетическим фотоаппаратом будем фотографировать бериллий или литий или водород, мы такой картинки не увидим. Это существует только абстракция на уровне рассуждения о любви или о том, почему люди не летают как птицы. Если мы посмотрим на то, как выглядит, ну в данном случае водород, мы вот такое только увидим. В электронные микроскопы при очень сильном увеличении мы не увидим аккуратненько летающего по аккуратненькой орбиточке электрончика вокруг аккуратненького оформленного ядра. Мы увидим поле. Этот электрон настолько быстрые колебания делает в разные стороны, отклоняясь, что в лучшем случае мы увидим вот такое пространство. Более того, если мы, например, в другой температурный диапазон поместим водород, мы вообще увидим что-нибудь вот такое. Или вот такое. То есть перед нами абсолютная рыхлость вещества. Трудно представить, что такое квант. Квант – это вот кусочек вот этого поля, в котором происходит беспорядочное, на первый взгляд, движение. Я сейчас создаю звуковое поле. Вот я показываю вам, условно говоря, руками. Вот в данном случае вот это квант звукового поля моего. Из чего он состоит?
Из каких маленьких частичек? Откуда я знаю? Как определить, из каких частичек вот этот кусок моего звукового поля состоит? Но вы прекрасно понимаете, что, например, Алдияр страдает от того, что я тут ору на него, потому что он ближе всех сидит, а вы на задней парте, например, едва слышите, потому что там меньше этих самых квантов. То есть мы примерно можем сравнивать, где поле более насыщенное, где поле менее насыщенное. Вот это квант, это порция поля. Видите, такой кулинарный вам термин. Совсем не серьезный, совсем не физический. Двигаемся дальше. Итак, квантовая механика имеет несколько фундаментальных принципов. Первый принцип квантовой механики – принцип неопределенности или принцип Гейзенберга. Согласно этому принципу, ты либо рисуешь понятную красивую картинку, которая прекрасно показывает, что такое электрон, и которая абсолютно не имеет реалистичности, либо делаешь реалистичный рисунок, который абсолютно тебе ничего не объясняет. Ты либо измеряешь характеристики массы, либо характеристики покоя. Сколько весит красный автомобиль, который промчался мимо меня? Откуда я знаю? Я могу измерить его скорость радаром полицейским. Для того, чтобы мне измерить массу этого автомобиля, я должен остановить его и поставить на весы. На весах стоит автомобиль. Какую скорость этот автомобиль может развивать? Откуда я знаю? Но можно посмотреть на спидометре, конечно, но спидометр может врать, заблуждаться. Поэтому мы можем измерить либо характеристики массы, либо характеристики покоя. Краткое объяснение принципа неопределенности. То есть, если мы с вами говорим о химическом элементе, мы рисуем картинку, не имеющую реальность. Если мы на этот химический элемент смотрим в какой-нибудь суперувеличитель, мы увидим поле, которое состоит из беспорядочно колебающихся частичек. Мы берем кусочек вот этого поля и называем его квантом. Водород, существующий у человека в голове, водород, и водород, существующий на самом деле. Стоп, Кирилл Михайлович. Вы же только что сказали, Кирилл Михайлович, что вокруг ядра атома водорода летает один электрон. Что вы показываете? Это один электрон. Если мы его мгновенно сфотографируем, мы увидим много электронов. Таких много или он один? Вот она неопределенность. Видите, какой интересный момент. То есть он настолько быстро меняет свое положение, что мы зафиксируем его как несколько положений. А если мы включим это, переведем на гуманитарный уровень, то есть если, например, представьте себе, футболист пинает по мячу, и мяч летит одновременно в две разные стороны. Взрыв мозга такого быть не может. Если мы видим разные, представьте себе, мы смотрим на звездное небо, видим миллионы звезд. А это, например, не миллионы звезд, а, например, всего лишь 5, которые просто быстро движутся и дают нам из разных своих положений разные свечения. Я смотрю, например, на вас, на таких разных, а на самом деле, может быть, вы один человек. И дальше мы доходим до абсолютно каких-то шизоидных представлений о мире. То есть принцип неопределенности говорит нам, что все неопределено, и вплоть даже до такого известного мемасика. Как ты поживаешь? Фотон. Фотон – это квант светового поля. Тоже одно из ваших определений. Фотончик отвечает: мне плохо, Вернер, забери меня отсюда, Вернер Гейзенберг, автор этого принципа. А где ты, фотончик? Ой, все пропало. Я тебе только что сказал, как я. Теперь я не смогу тебе сказать, где я. Если бы Вернер спросил меня, где ты, я бы тебе сказал, ты бы меня забрал. Но раз ты знаешь, как я, мое состояние, ты не можешь понять, где я. Это принцип неопределенности Гейзенберга. Видите, все, начали кривить рты, процесс пошел. Так что, опять же говоря, если мы смотрим по-настоящему на химические элементы, то в разных температурных средах, опять же говорю, он плюс-минус. Это перед вами водород. Как он себя ведет? Ну ладно, здесь я еще смогу понять, вроде бы как объяснил. Ну ладно, например, здесь понятно, вот это водород. Где здесь орбиты? Где здесь кручение, вращение? Где здесь орбиты? Где здесь орбиты? Поэтому Вернер Гейзенберг сформулировал один из самых революционных признаков. Грубо говоря, мы видим не то, что есть, а мы видим то, что видим. Этот принцип творчески, конечно же, развил Льюис Кэрролл в своих двух революционных книгах о путешествии Алисы в Зазеркалье и в Стране чудес. Легче выпить меньше, чем больше, чем ничего. Так что это лучший для вас комментарий по принципу неопределенности. Это Алиса в Стране чудес. Итак, пытаясь спасти студентов от неопределенности,
Друг и оппонент Гейзенберга, другой физик, о котором мы уже с вами говорили, Нильс Бор, попытался, так сказать, компенсировать и сформулировать свой принцип, который не опровергает принцип неопределенности, а немножечко смотрит на вещи с другой стороны. Взаимоисключающие характеристики. Тебе какой автомобиль нужен, красный или быстрый? Мне нужен и красный, и быстрый, грубо говоря. Кирилл Михайлович Тобин ведет хорошие лекции или громкие? Вот, этот студент хороший студент как ученик и как спортсмен, и как человек в моральном диапазоне, к примеру. То есть для того, чтобы получить полную характеристику, мы берем полные сведения о предмете, мы берем те характеристики, которые не просто из разных опер, а из взаимоисключающих совершенно. Ну вот перед вами лучшая иллюстрация принципа неопределенности. Каждый из вас видит разные вещи. Или помните вот эти вот картинки, там, найди зайца на каком-нибудь там пространстве, вот, и начинают смотреть, приближать, удалять, одни видят, а другие в упор не видят ничего, да? Вот он перед вами принцип неопределенности. Вот другая иллюстрация принципа неопределенности. Знаменитые, прекрасные, великолепные насовские картины звездного неба. Телескопы, которые отпущены в космическое пространство, или стоящий на Земле мощный Хаббл, например, телескоп, дают нам великолепные, потрясающие по своей красоте картины звездного неба, скопления галактик, различных кусков Вселенной и прочее. Но самое главное, что вот этого не видел никто никогда. Это люди не увидели, а услышали. Потому что оптических телескопов, которые могли бы увидеть что-то очень далекое, до сих пор никто не изобрел и вряд ли изобретут. Это обработанные результаты работы радиотелескопов. Потому что мощные, грубо говоря, радиоприемники существуют. Мы знаем, какой диапазон звуковой есть у каждого химического элемента. И знаем, как он выглядит. Поэтому, грубо говоря, я не вижу железа, но если я слышу звук железа, я рисую ржавое железо. Поэтому дальше включается компьютерная программа, которая конвертирует звуковые данные в световые и показывает нам примерно вот так выглядит звездное небо. Потому что перед вами звук, превращенный в изображение. Понимаете, о чем идет речь? Сложные моменты. Так, значит, двигаемся дальше, постараемся прояснить все это. Принцип Шрёдингера. Сейчас приближаемся к знаменитому коту, благодаря которому я когда-то целое пари выиграл, доказывая своему оппоненту, что в физике есть реальный термин «кот». Вот. Итак, Шрёдингер. Значит, то есть формулируйте принцип, сначала отметьте его себе, и дальше мы перейдем к его знаменитой иллюстрации. А потом вернемся снова к формулировке принципа Шрёдингера. Называют и так, а еще называют принцип наложения. Ну, суперпозиция, это по латыни и есть то же самое наложение Шрёдингера. Итак, готовы? Двигаемся дальше. Итак, ситуация. Мы взяли коробочку. В коробочку посадили кошечку. Но кроме кошечки, в эту коробочку мы еще положили бомбу с химическим веществом. Эта бомба взрывается благодаря распаду радиоактивного элемента, который мы туда положили. Все очень просто. Если радиоактивный элемент разложится на другие совершенно элементы, будет запущена адская машина, выделится яд, и кот умрет. Коробка закрытая. Скорость разложения этого радиоактивного элемента настолько велика, что я не успеваю ее фиксировать. Передо мной закрытая коробка. В коробке все это находится. Я не знаю, машинка запустилась или не запустилась. Кот в коробке жив или мертв. Что мне нужно сделать для того, чтобы описать, какой кот находится в коробке? Только открыть коробку. И тогда я увижу либо живого кота, либо мертвого кота. Но я еще не открыл коробку. Итак, коробка закрыта. Если я говорю о теории вероятности, то в коробке кот одновременно живой и мертвый. И чтобы выпустить его из состояния мертвости или живости, я должен открыть коробку. Что в коробке? Кот или мертвое животное? Открываю и говорю. Все зависит от наблюдателя. Вот, в этом заключается принцип Шрёдингера. Настолько высокая скорость вероятности изменения физических параметров, что я просто не успеваю за ними наблюдать, поэтому мое мнение является основополагающим. Итак, какой химический, ответьте на вопрос, единственный металл, который в природе находится в жидком состоянии? Ртуть. Кто это сказал?
люди. А если бы мы давали мнение о ртути с точки зрения, например, древесины, или солнца, или камня, или какого-нибудь иного объекта Вселенной, мы бы совершенно по-другому бы говорили. Еще более простая характеристика. Вот мы с Георгием носим очки. Он, по-моему, дальнозоркий. Близорукий. Я тоже близорукий. Кто-то носит очки, остальные не носят очков. Вот, значит, потому что большинство людей в мире обладают нормальным зрением. Они формируют пространство, и мы, близорукие, вынуждены под это пространство подстраиваться, носить очки. Что было бы с миром, если бы 51% населения был близорукий? Вы, кто без очков, носили бы очки, чтобы портить ваше зрение, а мы бы ходили без очков. Все абсолютно было бы подстроено под нас. Таким образом, от наблюдателя, от человека, от экспериментатора зависит, конечно же, не результат эксперимента, зависит его интерпретация. Ну а вы в состоянии интерпретацию отделить от результата эксперимента? Нет. Поэтому все, что мы слышим, грубо говоря, это лишь оценочные суждения. В этом заключается принцип неопределенности, принцип наложения Шрёдингера. Итак, двигаемся дальше, подводим вывод, потому что такое квантовая механика. Квант – это вот порция поля, внутри которого происходит какое-то беспорядочное движение частиц. С точки зрения природы, конечно, никакой беспорядочности нет, но я вижу это как беспорядочность. И если я хочу в этом мире строить машины, осваивать природу, добиваться экономических результатов, то я должен беспорядочность и хаотичность внедрить в производственный процесс. И это происходит также, если я буду квантовую беспорядочность учитывать. Например, понятие подвижности рынка или самый главный экономический эффект наших с вами дней, который возник на основе квантовой механики. Экономический эффект. Это криптовалюта. Биткоин разработан на основании квантовой механики, потому что нужно уметь очень быстро оценивать вероятностные суждения без их внутреннего анализа. Примерная степень вероятности дает нам вот эту майнинговую шифровку данных, и я с помощью этого могу даже зарабатывать деньги. Могу этот уровень шифровки использовать как настоящую деньгу, как настоящую тенге, как настоящую валюту. Зафиксировали? Все так. Так что современная физика постулирует нам, что мы ничего не знаем. Ну и дальше мы либо скатываемся в идиотизм и идем в религию, либо мы пытаемся, как всякий человек, потому что в чем великая сила человека, о чем говорили греки? Это превращение своей слабости в свою сильную сторону, превращение своего незнания в знание, без вранья только. Поэтому вся современная физика, это 50-е годы, отталкивалась от квантовой механики. И самый главный рывок в этом, конечно, совершил Альберт Эйнштейн, который сформулировал новую теорию относительности, специальную, переформулировал Ньютоном. Принцип относительности был Ньютоном сформулировал. Напоминаю вам Ньютона. Для отсчета движения нужна неподвижная точка координат. Чтобы определить, с какой скоростью лодка движется по волнам реки, я должен неподвижный радар установить на берегу. Если по реке движутся две лодки, одна с мотором, другая без, одна со скоростью 20 км в час, другая с скоростью 10 км в час, и радар установлен на той, которая медленнее, на той, которая 10 км в час, и направлен на сторону той, которая движется 20 км в час. Что на радаре будет показано? 10 км в час, потому что система отсчета движущаяся. Это Ньютон, это 17 век. Вот, Эйнштейн переформулировал в виде новой специальной теории относительности. Итак, формулировка ее перед вами. Зафиксируйте ее себе, я ее прокомментирую. Итак, неподвижный наблюдатель на берегу, неподвижный гаишник на тротуаре, стоящий с радаром. Но Земля вращается вокруг своей оси. И более того, мы вместе с Землей и даже с солнышком несемся вокруг центра Млечного Пути со скоростью 30 км в секунду. Где же здесь статичная система отсчета? Более того, значит, если я стою на берегу реки, берег ведь тоже движется. Изменяется положение песка. Если мы будем фотографировать, например, весь берег, например, допустим, 50 лет подряд, вы увидите, что он движется. Вы видели фотографии ледников в ускорении? Если снимать ледник, например, на протяжении года, а потом включить ускоренную запись, вы увидите, что ледник низвергается с горы, как настоящий водопад.
Так что движется все, даже лед, на который я смотрю и вижу его неподвижным. В этом краткая характеристика теории, специальной теории относительности Эйнштейна. Теперь два ее основных постулата. Первое. Инерциальные, то есть инерция – это неподвижность. Инерциальные точки отсчета. Человек с радаром на одном берегу реки и человек с радаром на другом берегу реки зафиксируют одно и то же. Потому что это инерциальная система отсчета. Если будет не одна лодка, не будут двигаться не две лодки, а три по реке, две со скоростью 10 км в час и одна со скоростью 20 км в час. И те, которые в медленных лодках радары направят, в обоих радарах будет указано 10 км в час. Потому что в инерциальных системах, неподвижных либо одинаково движущихся, скорость абсолютно одинаково, одна и та же. То есть, как здесь проиллюстрировать вот этот пример с поездом, в котором я нахожусь, спокойно хожу по салону, ношу кипяток, чтобы там себе лапшу заварить, и абсолютно не наблюдаю скорости 160 км в час. Я смотрю в окошко, и что я вижу в окошко? Движется. Все, что за окошком. Как вам определить, поезд двинулся или стоит на месте? Посмотреть на колеса. Например, поезд, и напротив него другой поезд стоит. Вдруг начинается движение. Мой поезд пошел или соседний? Только посмотреть на колеса. Потому что трудно в какой-то момент определить, кто именно движется. Второй момент. Для того, чтобы навести порядок в современной физике, Эйнштейн вывел ту характеристику, которая у нас считается наибольшей. Никто до сих пор не достиг скорости больше, чем описанная на желтом слайде. Это скорость света в вакууме. Это условно принятая точка отсчета в современной физике. Мы все наши скорости, километры в час, метры в секунду и все остальное отсчитываем от нее. Это ноль на современной линейке. Но это ноль, опять же, как указано, условная характеристика, если мы будем считать, что она не изменяется. В вакууме скорость света. То есть Эйнштейн сразу говорит: я вам рассказываю сейчас фигню, несуществующую в реальном мире, но я помогаю вам в реальном мире разобраться. Я вам сказку плету, теорию. Поэтому теорию Эйнштейна называли самой изящной из всех, но самой неправдоподобной. Такая вот характеристика. Где ее используют, эту самую теорию относительности? Ну, несколько параметров я вам обозначу. Ну, мы наблюдаем за движением, например, спутника вокруг Земли или, например, Земли вокруг Солнца, и мы считаем, что что-то куда-то сдвигается, не учитывая, что Солнце несется на скорости 30 км в секунду. Мы этого просто не замечаем. Мы автоматически принимаем за умолчание это. Футболист бьет по мячу, не учитывая то, что Земля вращается, и что по большому счету это также влияет на то, куда и как улетит мяч. Вот. Ну, коснемся мы с вами, вот, например, вот этого конуса восприятия, только на другом немножко слайде я покажу. Вот наше пространство. Наш убогий мирок, в котором мы существуем. Великая правда современной секты плоской Земли. Наверняка слышали про такое общество, которое отрицает, что Земля шарообразная. Их великая правда в том, что мы видим мир реальный так. Мы говорим: пойди за угол, заверни направо, налево, вперед, назад. В реальности, в природе такого нет. В реальности все зависит от световых лучей, которые к нам сюда приходят. Итак, значит, есть лучи. Я смотрю на небо, я вижу лучи звезд. Более того, некоторые звезды миллионы лет назад уже сгорели, их больше нет. А свет от них продолжает к нам идти. А теперь простой мысленный эксперимент. Представьте себе, что на Марсе сидит наблюдатель и смотрит на нас. Мы взяли мощную лазерную указку и стали в определенное время светить всю свою жизнь на Марс, в сторону Марса. Наблюдатель фиксирует эти самые лучи. Потом мы стали старые и умерли, а звезды продолжают светить. И наблюдатель на Марсе фиксирует, что свечение с Земли прекратилось раньше, чем свечение звезд. Поэтому объект, который на нас светил с Земли лазерной указкой, погиб раньше, чем звезды, потому что указка перестала светить, а звезды продолжают светить. Вот оно представление об изменчивости времени. Мы, может быть, видим предметы, которые давным-давно уже не существуют. И наоборот, еще не видим. Вот только что возникла новая, сверхновая звезда, которая рванула на пол космоса и будет расширяться, и мы еще миллион лет ее не увидим. Хотя она уже сейчас есть. Вот. А когда мы ее увидим, вместо нее мы видим излучение других предметов, которых давным-давно уже нет.
Вот начинается представление об относительности времени. Как мы увидим, что, где, когда. Это условные характеристики, что произошло раньше, что произошло позже. Двигаемся дальше. Так называемое Лоренцево смещение, Лоренцевы координаты. Если предмет будет двигаться, приближаясь к скорости света, то его линейные размеры со стороны наблюдателя сократятся. То есть, если любого из вас посадить в машину, дать рулетку, чтобы точно не ошибся, и сказать, ну-ка замеряй, вот без остановки машину, не сократится ли она? И машину запустят скоростью света, мы увидим, что машина сократилась, практически плоской стала. Мы звоним человеку в машину, говорим, ты чувствуешь, как машина сократилась? Он говорит, что ты за ерунду говоришь, вот я измеряю. Ничего она не сократилась, какая была, такая и есть, без изменений. Но снаружи мы видим сокращение, стремящееся к нулю. Предмет при приближении к скорости света очень сильно сокращается с точки зрения наблюдателя. Тогда какие космические объекты большие, какие маленькие, все, опустили взгляды, начали задумываться. Подождите, это не самый еще шок. Знаменитый Эйнштейновский парадокс близнецов. Два абсолютно одинаковых однояйцевых близнеца ходят, топчут землю. А один решил по-быстренькому смотаться на Марс и вернуться. Сел в ракету, слетал на ракете. Для него полет занимал, например, месяц. Он вернулся к своему старому брату. Он постарел на месяц, брат постарел на несколько лет. При приближении к скорости света характеристики материальные, изменчивость внутри вещей замедляется. Философии у вас не было. На философии я давал определение времени как изменчивости. Время – это совокупность изменений, которые происходят с предметом. Если предмет не будет меняться, мы не заметим, что с ним что-то происходит, что время идет. Иногда я студентов мучаю. Давайте представим себе, что будет, если движение Земли вокруг своей оси мы увеличим на 10 минут. Ну и мне начинают всякие огороды городить, но грамотные студенты говорят, мы этого не заметим. Потому что автоматически все процессы физические во всех веществах нашего мира увеличатся на эти самые 10 минут. Поэтому день вчера, день сегодня, день послезавтра может быть протекать совершенно по-разному. Возможно, завтрашний день будет идти миллион лет. Мы этого не заметим. Потому что при определенных приближении к скорости света меняются внутренние процессы. Портрет Дориана Грея, Оскара Уайльда. Лучшая иллюстрация тому, о чем я говорю. Человек поменялся местами с портретом. Что такое время? О чем мечтал Дориан Грей? Вечная молодость. Что такое старость? Это накопление изменений. Меньше зубов, больше морщин, больше болезней. А на портрете все по-прежнему. И если обменяться с портретом, пусть портрет стареет, я останусь вечно молодым, если я всего лишь навсего не буду меняться. Не меняюсь, не старею. Меняюсь, старею. То, что быстрее двигается, быстрее изменяется. Или, наоборот, прошу прощения, то, что быстрее двигается, медленнее изменяется. Поэтому самый простой способ машины времени, мне это озарение пришло во время урока по физике в 11 классе. Я сказал, то есть если я создам стул, который будет тупо вокруг своей оси вращаться скоростью света, и мне моя физичка говорит, это будет машина времени. Но она будет двигаться только в одном направлении. Я на этом стуле посижу 10 минут, сойду с него, а вокруг уже не 10 минут прошло, а гораздо больше срок. Ну, дальше моя физичка рассуждала. То есть, если мы представим себе, предположим, чего делать нельзя в науке, как она мне говорила, превышение скорости света, то, может быть, я сойду через 10 минут с этого стула, который вращается скоростью света, и попаду в свой вчерашний день. Вот об этом размышлял уже Герберт Уэллс в своей первой книге на эту тему, которая так и называлась «Машина времени». Вот наше представление о времени – это абстракция, которая совершенно неприменима к окружающему миру. Почему мы определяем, например, что год – это больше, чем минута? Почему для нас 10 лет – это большой срок? Потому что мы смертные. Через определенный срок, по простой статистике, мы просто помрем. А если мы были секвойями, у которых не зафиксировано ни единственного случая смерти от естественных причин? Вообще совершенно по-другому жизнь шла. Или, например, рассуждения фантазии, даже современные кинематографические, даже марвеловские рассуждения о богах, например, Тор. Вся франшиза Тора наполнена вокруг одного и того же момента. Тор не стареет. Он может растолстеть, он может растить большую бороду, потом он мгновенно превращается в иное состояние, но он не изменяется, потому что он Бог, а вокруг него изменяется вся Вселенная.
Вот, это проблема, например, греки с этим сталкивались, когда размышляли о богах, почему боги существуют в своем мире, а мы своем, почему они ничего с нами не делают, почему боги нам не помогают. Потому что с нами ничего не происходит, считают боги, потому что с ними ничего не происходит. Они не меняются, для них времени нет, поэтому они вечные. А люди только отвернулся, почесался, глянул, уже цивилизация сменилась другой. Какие-то этрусские были, теперь вместо этрусков какие-нибудь там греки или римляне ходят. Итак, время – категория относительная и зависит от изменения материального объекта. Фильм на эту тему есть, который обыгрывает загадочная история Бенджамина Баттона. Про человека, у которого время шло иначе. Он родился старым. И вместо старения он, наоборот, молодел. Посмотрите для того, чтобы иметь представление об этом. Теперь дальше больше. То было всего лишь навсего специальное. Теперь общая теория относительности. Она крайне просто звучит. Но, как все великое, сказать-то это просто, а вот понять сложно. То есть сила тяготения и неподвижность – это одно и то же. Ну, зафиксируйте пока себе. Сейчас я проиллюстрирую знаменитым лифтом Эйнштейна. Сила тяготения определенная, мы ее можем измерить. Даже ускорением мы измеряем 9,81 метров в секунду в квадрате. Будет ли то же самое у космонавта на орбите? Нет. Но если космонавт начнет двигаться с большой-большой скоростью, у него будет то же самое. То есть космический корабль может достичь такой скорости, где у космонавта будет то же самое происходить. А может быть даже сильнее, а может быть медленнее. Тогда что же происходит? То есть то, что я сейчас балансирую на одной ноге, благодаря земной гравитации, это может быть просто скорость. Дикая бешеная скорость, с которой что-то куда-то несется. Либо матушка Земля, либо Солнечная система, либо может быть вся галактика. Вот в этом это общая теория относительности. То есть все процессы тяжести, силовые процессы, энергетические, зависят от скорости движения объекта. Но сейчас к этому я вернусь. Вот. Таким образом, как в космосе, изучая космос, изучая излучение космических объектов, в первую очередь это звезд, вы знаете, чем отличается, как на небе определить, что звезда, а что планета? Нет, они цветам тоже могут быть разные звезды у планет. Если мерцает, если мерцает, значит звезда. Ближе всего к нам находится планета Венера, например, она первая и последняя на небосводе всходит. Вот она горит ровным светом. Почему он не мерцает? Потому что она ближе к нам и отражает солнечный свет. А если мерцает, грубо говоря, очень далеко, и много-много разных объектов пролетает, во-первых, между нами, во-вторых, отклоняет световые лучи. Вот более того, оказалось, что если я возьму, увижу звезду какую-нибудь и условно, теоретически в нее отправлю прямой луч, этот луч промахнется мимо звезды, потому что звезды не там, где мы их видим. Их световые излучения отклоняются. Что их отклоняет, долгое время ученые не могли понять. Но это какие-то грандиозные, массивные космические объекты, которые ты не можешь не увидеть, не услышать, не понюхать, но они есть, да, как в фильме ДМБ. Видишь этого кого там, суслика? Нет, а он есть. Да, значит, так что какие-то космические объекты, которые отклоняют вообще все световые излучения. Так ученые начали понемножечку подходить к представлению о черных дырах. Но даже не это самое главное, а то, что космические объекты замедляют все процессы в тех телах, которые мимо них проходят. То есть, если, грубо говоря, мимо нашей Земли будет пролетать даже не равный Земле, а просто очень большой астероид, там, где он будет пролетать, под ним очень сильно замедлятся процессы все физические на Земле. Птицы будут медленнее летать, камень будет медленнее падать на Землю, мы будем медленнее моргать, медленнее стареть, но этого не заметим. Но люди со стороны это заметят. И если мы на ракету сядем и будем просто мимо пролетать большой звезды, это будет тоже машиной времени. Потому что все процессы в нас сократятся. И сколько времени мы будем пролетать мимо этой звезды, настолько времени мы постареем. Например, мы будем месяц мимо нее тащиться, а вокруг пройдет совершенно другой срок. Таким образом, получается, что звезды, которые мы видим, они не только, может быть, уже не существуют, мы даже не знаем, когда они существовали. Потому что мощные другие звезды понаттянули к себе излучение. И главное, вот те самые тела, к которым я подбираюсь постепенно, которые не видел никто же нигде же,
Вот, но тем не менее они есть как тот самый суслик, потому что они искривляют вообще все космическое пространство. То есть некая гадость в космосе, которую ты не увидишь, не услышишь, но она все в себя втягивает. И все космические объекты пытаются, как будто упираясь, отодвинуть эти самые объекты от себя. Мы с вами говорим о чем? Кто догадался? Черные дыры, конечно же. Молодец, Богдан. Ну, разумеется, на то она и черная, что его увидеть нельзя. Определение черной дыры – это гипотетический. Помните, да, метод гипотезы? Гипотетический космический объект, который обладает огромной массой, огромным притяжением, но не имеет никаких очертаний, не имеет объема, не имеет пространства. Опять же, взрыв мозга. Предмет, который имеет огромное притяжение, но не имеет пространства. Я не могу увидеть, услышать, пощупать эту черную дыру. Если я на нее посвечу лучиком света, фонариком, она поглотит все фотоны этого светового поля и ничего не отразит. Поэтому я ее не увижу. Если я попытаюсь услышать, или я сам туда пойду, она всосет, как гигантский космический пылесос, все, и ничего не отдаст. Поэтому перед вами даже, конечно, не черная дыра, а примерное изображение гипотетическое того, как она поступает с космическими объектами. Друзья мои, благодаря общей теории относительности в современную физику вернулось понятие хаоса. С точки зрения общей теории относительности, весь мир пытается удержаться от этих суперпылесосов, которые все в себя всасывают. Всю энергию, световую, тепловую, электромагнитную, даже ядерную. И в ответ не отдают ничего. Поэтому мир существует, самоуничтожаясь. И все космические объекты пытаются это от себя отдалить. Но, грубо говоря, у неживых это плохо получается. Плохо получается камню уцелеть. Поэтому жизнь появилась как способ отдалить от себя смерть, потому что чем отличается каменный пол пещеры, на который падает капелька, и, например, коралл. Коралл отодвинется. Или вырастет какую-нибудь наклонную плоскость, чтобы разрушающая его капелька скатывалась, не разрушая коралл. А человек может, например, взять и срубить этот нарост, или осушить, вытереть эту капельку капающую, потому что нематериальное, вернее, материальное неживое, материальное живое и человеческий разум – это, по сути дела, лишь разные способы уберечь себя от разрушения. Просто мы, разумные существа, на самом деле лишь более эффективно сопротивляемся мировому хаосу и разрушению. Теория черных дыр была придуман термин Вольфгангом Риндлером, но популяризирован настолько, что его считают автором теории черных дыр, потому что в его различных научно-популярных и жутко интересных книгах, которые обязаны все вы прочитать, как минимум краткую историю времени, очень-очень много черным дырам уделяется внимания. Конечно же, это Стивен Хокинг. Вот, значит, и иллюстрации предоставлены, даже недолго думая, просто взял и скопировал с Википедии вот то, что происходит далеко от черной дыры, при приближении к черной дыре искривляются, изменяются все космические объекты. И гипотеза, если мы пойдем внутрь черной дыры. Ладно, позволю себе иллюстрацию. На эту тему есть фильм «Интерстеллар». Он повествует о недалеком будущем, где рухнула вся экономика, вся наука, люди пытаются выжить в этой ситуации. Живет бывший астронавт на ферме с призраками, где постоянно происходят странные события. Часы в одно и то же время начинаются стрелка двигаться. Одни и те же книги падают с полки в определенном порядке. Они к этому привыкли. Вот, ничего не получается. Потом перезапускают заново космическую программу, значит, потому что все человечество гибнет, они пытаются найти рецепт спасения всего человечества. Он улетает в космос, не справляется, но узнает секрет. Он узнает секрет. Но не успевает вернуться обратно домой, чтобы рассказать. Потому что когда он вернется, уже пройдут там 1000 лет на Земле. Вот она относительность времени. А он, космонавт, об этом узнал. И тогда что он делает? Он ныряет в черную дыру. Через черную дыру он попадает в свой собственный дом. Только по ту сторону этого книжного шкафа. И он видит свою маленькую дочку. И он начинает толкать книжки. И он начинает дергать часы, чтобы они показывали одно и то же время, чтобы зафиксировать определенные данные, которые его дочка потом, когда вырастет, запишет и на этой основе сделает формулу, которая спасет человечество. Есть, да, над чем задуматься? Теория черных дыр.
эта симуляция, но она примерно показывает, как возник мир. Все, что в мире происходит, это лишь попытка удержаться от энтропии, от хаоса, от тепловой гибели всей Вселенной. И одна из теорий, пытающихся описать эти процессы, называется синергетиком. Это наш с вами последний момент и последняя соломинка, за которую хватаются современные науки. И главное, что здесь гуманитарные науки, естественные, сцепляются. Это синергетика, определение перед вами. Причина того, что возникла жизнь. Это был способ уберечься от смерти. Причина того, что жизнь выползла на сушу из океана. Причина того, что какая-то косматая полуобезьяна научилась пользоваться палкой и большим пальцем. Вот. Причина того, что разумные люди создают произведения искусства, это лишь попытка организовать свой хаос. Итак, порядок возникает из хаоса. Синергетика является результатом творчества бельгийско-российского химика Ильи Романовича Пригожина и физика Германа Хакена немецкого. То есть вот это учение син, вы уже знаете по семинару. Синергия – это сочленение единства. Синергетика учит о том, как из хаоса формируется порядок. А теперь непосредственно сама общая схема. Общая схема, которую используют современные нейронные сети для того, чтобы определить, какая песня тебе завтра понравится. Современные экономические компьютерные симуляции рассчитывают будущий курс тенге или рубля. Современные, например, программисты пишут коды на случай будущего, например, обрушения или подъема, например, криптовалюты. Вот попытка ответить на вопросы, которые еще не заданы. Итак, здесь 3 термина вам нужно знать. Любой объект при приближении к смерти испытывает 3 состояния. Первое состояние – это флуктуация, внезапное случайное отклонение в развитии. То, что у древней обезьяны возник перпендикулярно к ладони отстоящий большой палец, это не натренированное. Это случайное отклонение. В том, что у древней обезьяны возник мозжечок, благодаря которому возник центр равновесия, это не натренированное, это случайное. Равно как и речевой центр и так далее. Итак, во-первых, мы имеем случайное отклонение, флуктуации. Второй момент – это бифуркация, это раздвоение. Ты либо гибнешь, либо переходишь в иное качество. Я как преподаватель многократно, у меня были ситуации, наблюдал ситуации, когда студент приходит к бифуркации. Влюбился, например, или там загулял слишком сильно, и приходит у него 30-10 отработок, он ничего не успевает, поэтому либо он завтра будет военнослужащим, либо он будет студентом, но совершенно другим студентом. Большинство, конечно, идет по первому пути, потому что очень трудно перестроиться, но бывали и другие ситуации. Когда они мгновенно так находили в себе скрытый ресурс, что мгновенно сдавали все отработки, и каждый мой коллега может рассказать про таких студентов, которых он лично знает. И после этого они учились уже на совершенно другом уровне. А трактор – это вот эти траектории развития. То есть станешь, например, военнослужащим, отслужишь, вернешься, обратно восстановишься. Станешь военнослужащим, понравится, на контракт перейдешь. Станешь студентом, сдашь все отработки и снова на прошлое вернешься. Станешь студентом, который больше не будет позволять себе, потому что так страшно, так плохо было, так перепугался, что больше никогда в жизни я не буду позволять отработкам накапливаться. А трактор – это возможный траектории развития. Чем занимается современная наука, современная экономика, современная социология? Чем занимаются нейронные сети, которые определяют, что ты завтра будешь покупать? Они высчитывают от тракторы возможные траектории развития. Учитывая вот эти 2 вещи, флуктуации, вот эти отклонения, которые раньше были, вот, и бифуркации, вот эти самые критические раздвоения и все остальное. Вот каким образом из хаоса возникает порядок. Как это применить вам на практике? Как это применить в личной жизни? Вот здесь мудрость определенная. Во-первых, ты должен помнить, что случайности в жизни не бывает. Как шутил Гегель, 1 раз случайность, 2 раза вероятность, 3 раза закономерность. Как опять шутил Гегель, случайность – это непроявленная закономерность. Поэтому если ты думаешь, что у тебя в жизни случайности, ну ты дурак. Если ты не можешь понять, что с тобой произошло, но пытаешься определить ход этих событий, пытаешься просчитать возможные случайности, в этом путь мудрости. И высший пилотаж, когда ты будешь оценивать, просчитывать дальнейшие траектории твоего жизненного пути развития. Есть случится А, есть случится Б, есть случится С с моей жизнью. Так,
завершаем, подводим наш с вами итог. Современная научная картина мира, ее основные моменты какие. Здесь можно сфотографировать, я все практически рассказал. О чем здесь нужно упомянуть? Ну, четырехмерное пространство, вот скорость движения входит в систему координат. Я нахожусь не просто на плоскости, а в движущемся пространстве. Это термин вероятность, который входит триумфально обратно в современную науку, в особенности в математику и в экономику. Это представление о двух видах хаоса. Хаос-хаос, как москвичи любят говорить, повторяя слово хаос-хаос, то есть просто тупо бардак. И хаос, который на самом деле превращается в порядок. Представьте себе, что вы наводите порядок у себя в шкафу. Для того, чтобы все разложить нормально, вы все вывалили на пол. И в этот момент к вам кто-то зашел. О, какой у тебя ужас творится. Ну, вы-то знаете, что у вас не хаос, а у вас наведение нового порядка. Чтобы навести новый порядок, нужно сначала создать хаос. Так, это называется динамический хаос. Вот эта приставочка, которая входит в современную науку. Хаос сам превращается в порядок, не надо за ним следить. Особенности в рыночной экономике. Знаменитый закон еще в 17 веке сформулирован Адамом Смитом, ножницы цен, и закон под названием «Невидимая рука рынка». Так, время, важнейшая характеристика, об этом мы сказали. Ну и последний момент. Современная научная картина мира называется еще релятивистской. Релятивизм от слова «реле» – переключатель. Это допустимость разных точек зрения, даже взаимоисключающих. Так, ну и закончим красиво. Нашим представлением о том, что в мире происходит, как нам мир воспринимать, то есть, грубо говоря, не обыденным, повседневным, а современным взглядом на вещи и на пространство.